До конца 1979 года оставалось всего несколько недель, и в Айове царили волнения по поводу того, что принесет следующее десятилетие. 70-е были динамичным временем для государства. Наблюдался рост равноправия, а также смелые модные тенденции. Мишель Мартинко родилась 6 октября 1961 года в Сидер-Рэпидс, штат Айова. Мишель была младшей дочерью в семье. Она училась в средней школе имени Джона Кеннеди, где показывала довольно неплохие результаты. А администрация школы отмечала девушку исключительно в положительном ключе. Мишель была талантливой актрисой, выступала в составе группы художественной гимнастики, принимала участие в театральных постановках. Близких подруг у нее было немного, поскольку многие одноклассницы завидовали ее красоте и стильной одежде, а некоторые враждовали с ней из-за парня, с которым она встречалась. После школы Мишель планировала поступить в Государственный университет Айовы и стать дизайнером интерьеров. Вот только сбыться этой мечте не удастся никогда. Вечером 19 декабря 1979 года она посетила вечер концертного хора Кеннеди в гостинице «Шератон Инн». Девушка надела черное платье джерси, черный шарф, черные колготки и туфли на каблуке. Поверх девушка надела бело-коричневую куртку из кроличьего меха длиной до пояса и захватила коричневую кожаную сумочку. После завершения мероприятия она спросила свою подругу, не хочет ли та составить ей компанию и отправиться за покупками в недавно открывшийся торговый центр Westdale Mall, где работала Мартинко. Подруга отказалась, поэтому Мишель отправилась за покупками одна. У нее в кошельке было $180. Эту сумму девушка планировала потратить на покупку нового зимнего пальто. Будучи там, она прошлась по магазинам, поговорила со знакомыми, которые также работали в этом торговом центре. Последний раз девушку видели между 8 и 9 часами вечера, около магазина с украшениями. К 2 часам ночи Мартинко так и не вернулась домой. Ее отец сообщил об исчезновении. Совместно с полицией отец начал поиски дочери. В 4 часа утра полицейские обнаружили семейный автомобиль Мартинко, коричнево-зеленый Бьюик Электро. Стоял в северо-восточном углу парковки торгового центра. На пассажирском сиденье лежало тело Мишель. Она была зарезана. На ее лице, шее и груди следователи насчитали 29 колотых ран. На руках были раны, полученные в результате самозащиты. Поскольку за пределами автомобиля крови не было, стало понятно, что девушку убили прямо в машине. Последующее вскрытие показало, что смерть девушки наступила между 8 и 10 часами вечера. Орудием убийства был колюще-режущий предмет, не обязательно нож. Его размеры установить не удалось. Поскольку на месте преступления полицейские не обнаружили отпечатков пальцев, они предположили, что убийца действовал в перчатках. В кошельке Мишель были обнаружены деньги, а значит, версия ограбления исключалась. Вся одежда на девушке была цела. Вскрытие подтвердило, что она не была изнасилована. Полицейские сочли это преступление убийством по личным счетам, исходя из количества и мест нанесения колотых ран. У полицейских было несколько следов, и они призвали к помощи общественности. Представитель полиции сообщил, что в течение недели после убийства Мишель Мартинко на просьбы детективов откликнулись более 200 человек. Полицейские допросили множество человек, и некоторым из них пришлось пройти полиграф, чтобы снять с себя подозрения. Был допрошен несовершеннолетний, у которого нашли нож, но после допросов с него сняли подозрения. Точно так же, как и с сотрудника торгового центра, которому нравилось наблюдать за женщинами в магазинах и разглядывать манекены. О преступлении начали расползаться слухи. Некоторые предполагали, что Мишель получала многочисленные телефонные звонки перед смертью, однако это было не так. Другие говорили, что на следующий день было совершено похожее преступление, но полицейские о нем умалчивают. Это тоже было неправдой. На первых порах главным подозреваемым в убийстве Мишель Мартинко был человек, который месяцем ранее ворвался в один из домов Сидер-Рэпидс и, угрожая ножом, изнасиловал женщину. Он также угрожал убить ее детей. Ему так и не было предъявлено обвинение в убийстве Мартинко. Он всегда отрицал свою вину, а ДНК, обнаруженная позднее, не соответствовала его ДНК.
В 2012 году, отбывая пожизненное заключение за нападение, не имеющее отношения к делу, мужчина умер в тюрьме от рака толстой кишки. Альтернативные версии появились через 5 месяцев после убийства. Женщина, которая проезжала по парковке ночью 20 декабря, обратилась в полицию, чтобы предоставить показания. Она наблюдала за парковкой, чтобы рассмотреть машину, работавшей в этом торговом центре дочери, поскольку ранее с машиной наблюдались проблемы. На парковке она увидела мужчину и женщину. Женщиной была Мишель, а мужчина стоял перед открытой пассажирской дверью машины Мартинка. Женщина была не уверена, будет ли ее информация полезна, поскольку в газетах писали, что смерть девушки наступила между 10 вечера и полуночью, а женщина наблюдала эту картину около 2 часов ночи. Женщина передала эту информацию дочери уполномоченного по общественной безопасности и полагала, что уполномоченный передаст эту информацию в полицию, если сочтет ее важной. Полицейские так ничего и не получили от этого уполномоченного, поэтому через несколько месяцев свидетельнице пришлось обратиться в полицию самой. Это произошло после повторного обращения полицейских к гражданам с целью оказать содействие в раскрытии дела. Полицейские хотели предъявить уполномоченному по общественной безопасности обвинение в халатности, однако он так и не понес никакого наказания. 19 июня 1980 года, спустя полгода после убийства, полицейские опубликовали фоторобот предполагаемого убийцы. Описание убийцы предоставили 2 свидетеля, над которыми был проведен сеанс гипноза. Они описали молодого белого человека возрастом около 20 лет, ростом 180 см и весом 80 кг, кореглазого и с коричневыми вьющимися волосами. В течение года после убийства допросу подверглись сотни человек, а около 30 из них были допрошены в состоянии гипноза. За информацию об убийце было предложено вознаграждение в размере $10 000. На ранних этапах расследования полицейские даже консультировались с экстрасенсами. Время шло, а дело остывало. Cold case, или по-русски «холодное дело». Так в США называют нераскрытые дела. У нас их называют висяками. В середине 80-х годов отец Мишель, Альберт Мартинка, предъявил иск владельцам торгового центра Westdale Mall. Он обвинял руководство торгового центра в халатности и в отсутствии обеспечения должной безопасности клиентов. Дело дошло до суда. Суд прошел, и по результатам заседаний выигрышной стороной оказалась администрация Westdale Mall. В деле наступило затишье. Альберт умер в 1995 году, а мама Мишель, Джанет Мартинка, скончалась в 1998 году. Родители так и не узнали, кто убил их девочку. Казалось бы, вместе со смертью родителей Мишель умерла и надежда найти ее убийцу. Но в 2006 году, спустя 27 лет после убийства Мишель Мартинка, следователь отдела нераскрытых убийств полицейского департамента Сидер Рэпидс получил новую зацепку. Хотя эта улика не привела к подозреваемым, при просмотре материалов дела следователь обнаружил, как он сам предположил, кровь убийцы. Из этого следа полицейским удалось вытащить ДНК-профиль. Такой профиль может встретиться лишь у одного из 100 миллиардов человек. Таким образом, если будет найдено какое-то совпадение, то оно со стопроцентной вероятностью укажет на убийцу. Профиль был загружен в систему CODIS, комбинированная система ДНК-индексов, и в национальную базу данных ДНК. Однако совпадений не нашлось. В конце концов, полицейские взяли мазки у 125 человек, которые могли быть связаны с этим делом, и сравнили эти мазки с недавно обнаруженным ДНК-профилем. Из более чем 80 потенциальных подозреваемых, которые были идентифицированы за эти годы, более 60 человек были проверены, и с них были сняты все подозрения. Спустя еще 11 лет, в 2017 году, к делу была привлечена компания, специализирующаяся на фенотипировании ДНК. Это помогло частично восстановить изображение лица убийцы. Это изображение существенно отличалось от фоторобота образца 1980 года. Согласно вновь полученной информации, убийцей был блондин с голубыми глазами. Компания также предоставила изображение, как этот мужчина может выглядеть в наши дни. В ходе пресс-конференции, в связи с новой информацией, один из одноклассников Мишель Мартинка заявил, что лицо с нового фоторобота похоже на лицо другого их одноклассника. Однако 11 годами ранее у всех одноклассников были взяты образцы ДНК, и после проведения исследования с них были сняты все подозрения. После публикации нового фоторобота убийцы,
полицейские получили от граждан более сотни новых сообщений. В 2018 году компания по фенотипированию ДНК загрузила результаты, полученные годом ранее, в систему GEDmatch, публичный генеалогический сайт, который нередко используют правоохранительные органы, чтобы раскрыть холодные дела – висяки. Таким способом был пойман через много лет серийный убийца по прозвищу «Настоящий ночной охотник». GEDmatch прислала результат. Один из маркеров принадлежит троюродной сестре убийцы. Компания также отрисовала генеалогическое древо этой женщины на 4 поколения и сообщила, что убийцей Мишель Мартинко является человек с этого дерева. Следователь из полицейского управления Сидер Рэпидс связался с членами 2 ветвей генеалогического дерева, проверив ДНК и определил, что на одной из ветвей генеалогического древа изображен убийца Мишель Мартинко. Затем следователь связался с членом 3-й ветви и методом ДНК-исследования определил, что этот человек является двоюродным братом убийцы. Таким образом, круг подозреваемых сузился до 3 братьев, которые выросли в Манчестере, штат Айова. За братьями закрепили наблюдение с целью тайно получить их образцы ДНК. 29 октября 2018 года следователь заметил, как один из братьев, Джерри Лин Бёрнс, пил газировку через пластиковую трубочку. Когда Бёрнс выбросил трубочку, следователь подобрал ее и отправил на ДНК-тест. Тест исключил 2 других братьев из числа подозреваемых, а ДНК с трубочки совпала с ДНК крови, обнаруженной на одежде Мишель Мартинко. 19 декабря 2018 года следователи пришли в офис Бёрнса, чтобы допросить его. Он отказался добровольно передать образец своей ДНК, но был вынужден предоставить его, когда следователи показали ордер на обыск. Его руки были осмотрены на предмет шрамов, которые могли быть получены при нападении на девушку. Бёрнс утверждал, что не знал Мишель Мартинко и на момент ее убийства был в другом месте, хотя напрямую и не отрицал причастность в ее убийстве. Он не нашел объяснения тому, почему его ДНК могла оказаться на месте преступления. По словам следователей, при допросе Бёрнс почти не выражал никаких эмоций, даже когда ему сообщили об аресте. На вопрос, убивал ли он кого-либо той ночью 1979 года, Бёрнс постоянно отвечал: «Проверьте ДНК». Повторный, уже официальный ДНК-тест показал стопроцентное совпадение с кровью с места убийства. Джерри Ли Бёрнс родился 23 декабря 1953 года. На момент убийства Мишель Мартинко ему было 25 лет. Он вырос в Манчестере, штат Айова, и закончил школу в 1972 году. Он жил в Манчестере, там же открыл свою компанию, которая занималась порошковой окраской. Он сотрудничал с компанией Deere & Company, которая занимается производством сельскохозяйственной техники, а также был совладельцем стоянки для грузовиков. Его жена покончила с собой в 2008 году. Его двоюродный брат Брайан пропал без вести 19 декабря 2013 года, ровно через 34 года после убийства Мишель Мартинко. 19 декабря 2018 года, ровно через 39 лет после убийства Мишель, Бёрнс был арестован. Ему было предъявлено обвинение в убийстве 1-й степени. Он так и не признал себя виновным. Суд над Бёрнсом был назначен на 14 октября 2019 года, но в сентябре его адвокаты выступили с просьбой о переносе рассмотрения дела, чтобы у них было время собрать информацию и опросить свидетелей. Защита также попросила, чтобы судебное разбирательство было перенесено из практически самого густонаселенного округа Лин. Адвокаты связывали это требование с тем, что за последние 40 лет дело привлекло к себе огромное внимание, а также что у многих возникло предвзятое отношение в этом деле. Обвинение не стало противиться этим требованиям, поэтому судебный процесс был перенесен на 10 февраля 2020 года в округ Скотт, 3-й по численности населения округ штата Айова. На предварительных слушаниях адвокаты Бёрнса утверждали, что полицейские действовали незаконно, когда без ордера взяли ДНК с трубочки Бёрнса. Однако судья постановил, что выброшенный предмет не может быть признан частной собственностью. Защита также требовала, чтобы на суде не демонстрировалась история поисковых запросов сотового телефона Бёрнса. Следователи изучили поисковые запросы его телефона в 2018 году и обнаружили, что он регулярно посещал сайты, где демонстрировались изнасилования и убийства блондинок, а также акты некрофилии.
Судья решил, что история браузера не может быть использована в суде из-за того, что убийства и эти запросы разделяли десятилетия. Набор присяжных длился 2 дня. После этого, 12 февраля 2020 года, началось судебное разбирательство. Обвинение настаивало на том, что ДНК-профили настолько уникальны, что 2 совпадающих профилей в природе просто не существует в принципе. Врач, проводивший вскрытие, и следователи, проводившие первоначальные расследования, рассказывали, как расследовали дело в те годы. Все они уже находились на пенсии. Адвокат настаивал, что улики были неправильно упакованы, что разные предметы одежды не должны храниться в одном сейф-пакете. Обвинение показало видео допроса Бёрнса, на котором тот отрицает, что находился на месте преступления в ночь убийства Мартинко, и что не может объяснить, как его ДНК оказалась на месте преступления. Сторона защиты привела только одного свидетеля – эксперта в области ДНК, однако без соответствующего образования. Он рассказал, что при сборе улик были допущены грубейшие ошибки. Он заявил, что ДНК Бёрнса могла попасть на одежду Мишель когда-то раньше, воздушно-капельным путем. В свою очередь, обвинение вызвало дипломированного специалиста, который опроверг все эти утверждения. 24 февраля 2020 года, после 3 часов обсуждения, присяжные признали Джерри Ли Бёрнса виновным в убийстве первой степени. По законам Айовы за такое преступление полагается пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. 29 мая 2020 года адвокаты Бёрнса потребовали нового судебного разбирательства, заявив, что были нарушены конституционные права их подзащитного и законы штата, а также что суд допустил ошибку. 7 августа 2020 года Бёрнс был приговорен к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. В сентябре 2020 года он подал апелляцию. Джерри Лин Бёрнс в настоящее время отбывает наказание в государственном исправительном учреждении Анамоса. Он так и не взял на себя вину в убийстве Мишель Мартинко. Мотив убийства так и неизвестен. Многие до сих пор не верят, что настоящий убийца пойман. Во время допросов Бёрнса всплыли интересные факты, которые позволили связать его с одним из громких исчезновений американской телеведущей в 1995 году. Впрочем, это уже совсем другая история.